Историю пишут победители. Возможно, это так, но отчасти. Чаще всего именно те, кто пишет историю, и становятся победителями. Они переписывают ее заранее, готовя почву для решающих сражений, придумывают новые факты, которых никогда не было, и стирают память о тех, что на самом деле были. Дело это непростое и серьезное, ведь нужно не просто придумать какую-то историю, нет, нужно встроить, вшить ее в реальность. И делать это нужно с максимальной точностью и аккуратностью, как операцию по замене органа. И чем аккуратнее проведена операция, тем дольше не распознается обман. А может быть и никогда. Но все же часть знаний о замененной реальности необходимо хранить. Во-первых, для того, чтобы самому не потерять с нею связь, а во-вторых, для того, чтобы помнить, как было на самом деле. Чтобы в какой-то момент не завраться и грамотно встроить кусочек нужной правды туда, куда нужно. А значит, просто необходимо хранилище таких тайн. Одно из них также хорошо известно всему миру, как и полная невозможность туда попасть. Это Ватикан и его Ватиканская библиотека. Тем не менее, иногда случаются чудеса, и двери туда ненадолго открываются. И в такие моменты можно узнать много нового и интересного. Того, что мы не должны были узнать никогда. Например, материалы Инквизиции. Кто был кем? Кто был праведником? Кто еретиком? А кто архиеретиком? Вы на канале «Эпоха недоверия» с Михаилом Калмыковым. И сегодня мы постараемся разобраться, пожалуй, в одном из самых запутанных и туманных дел Средневековья – дело Джордано Бруно. Казалось бы, мы с самого детства знаем о том, что молодого католического священника показательно сожгли в Риме на площади Цветов за то, что… А действительно, за что? Все, кто учился в школе, прекрасно знают, что его сожгли за то, что он решил поддержать Коперника и заявил, что Земля вращается вокруг Солнца. Ну, то есть те, кто учился еще в СССР. Те же, кто учится сейчас, возможно, считают, что его сожгли за то, что он утверждал, будто миров, подобных Земле, множество, а Вселенная бесконечна. Еще более продвинутые думают, что его подвергли чудовищной казни за то, что он утверждал, будто Христос был обычным человеком, магом, и не хотел умирать. Если же набрать в поисковике фразу «За что сожгли Джордано Бруно?», то выпадут сотни, если не тысячи видео с одним и тем же названием и плюс-минус одной и той же информацией, подающейся под видом великой тайны. Но все равно информация там будет плюс-минус та, что я озвучил чуть раньше. То есть получается какая-то странная тайна, секрет Полишинеля, о котором знают буквально все, но все равно с упорством, заслуживающим лучшего применения, продолжают и продолжают снимать видео и писать статьи на эту тему, буквально высасывая ее из пальца, и при этом не говоря ничего нового. Так зачем я полез в эту банальщину? А все дело в том, что тайн здесь действительно гораздо больше, чем кажется. Ну вот начиная с самых первых строк «Сожгли молодого священника». Ведь именно такой образ приходит нам на ум каждый раз при его упоминании. Да вот и единственная гравюра с его изображением, растиражированная на весь мир, показывает нам молодого юношу. Но медицинский факт заключается в том, что когда его казнили, ему исполнилось уже 52 года. Конечно, по нашим временам это еще даже не пенсия, но все равно это уже далеко не мальчик. И это я сейчас сказал только то, что опять же знают практически все, но из-за манипуляций СМИ все равно в голову упорно лезет образ молодого священника. Казалось бы, какая мелочь. Ну ладно, пусть будет 52 года, что с того? А то, что именно с таких вот незаметных мелочей и начинается большая ложь. Ложный образ, который удобно устраивается в нашей голове и начинает оказывать влияние на мысли и поступки.
А потому, как бы это ни казалось скучным и занудным, давайте разбираться с самого начала. Откуда мы вообще знаем о существовании Джордано Бруно? О его жизни, о его биографии? Наверное, остались рукописи, манускрипты, его книги, последователи. Опять же, памятник ему в Риме установлен прямо на том месте, где его сожгли. Должны быть какие-то упоминания о нем в литературе тех лет. Да, так должно быть. Но, как говорится, есть нюанс. Во-первых, все книги Джордано Бруно сразу после его казни были добавлены в список запрещенной литературы и, очевидно, при первой же возможности изымались и уничтожались. Они были в этом списке вплоть до 1948 года. То есть складывается следующая картина. На момент заключения Джордано его книги не были особо популярны. Ведь в тот момент в Европе происходил раскол церкви и появлялось огромное количество ответвлений, например, лютеране, кальвинисты, прочие протестанты. Мир был переполнен еретическими настроениями самого разного толка, и появление еще одного направления особо ничего не меняло. Затем все его книги мгновенно попадают в список запрещенной литературы и изымаются. Конечно, у кого-то они сохраняются, но тайно, не афишируя, поскольку его работы не нравились не только католикам, но и лютеранам и кальвинистам. Значит, распространение этой литературы не должно было быть. Узнать о существовании этих книг обыватель мог разве что прочитав этот самый список запрещенной литературы, где среди огромного количества авторов мелькнуло бы еще одно малоизвестное имя. И лишь в 1948 году, то есть спустя 3 года после окончания Второй мировой войны, его вычеркнули из этого списка. А это значит, что большой известности ни само имя Джордано Бруно, ни его судьба, ни его книги до 1948 года не имели. И действительно, первые серьезные и большие упоминания о нем в русскоязычной литературе мы узнаем из работ библиографа Александра Хаимовича Гарфункеля, который и перевел рассекреченные материалы на русский язык. Он же и был одним из первых, кто вплотную занялся изучением истории Джордано Бруно. Собственно, практически все, что мы сейчас знаем о Джордано, это прямые цитаты из книг Гарфункеля. Судя по всему, он имел прямой доступ к рукописям. Но, во всяком случае, найти их сейчас в оцифрованном виде почти невозможно. А значит, и мне не избежать этого цитирования Гарфункеля. Во многом приходится верить господину Гарфункелю на слово, хотя и не только ему. Но и этого уже немало. Итак, в 1948 году произошло выведение книг Джордано Бруно из списка запрещенной литературы, и, очевидно, не без помощи СССР, победившего в войне с фашизмом и получившей временную власть над побежденными странами, в том числе и Италией, а стало быть, Ватиканом. Но это был не единственный и не первый случай, когда архивы Ватикана и секретные материалы ненадолго стали доступны обществу. Самое первое знакомство мира с Джордано Бруно произошло ровно за 100 лет до этого. С 1600 года и в течение последующих 250 лет его имя было покрыто забвением, можно сказать, проклятием Damnatio Memoriae. Из записи Гарфункеля. Материалы архивов Венецианской и Римской инквизиции не были доступны для исследователей. Пользуясь этим, апологеты католической церкви пытались отрицать даже сам факт сожжения великого мыслителя. В 1885 году была опубликована книжка Т. Дидуи «Трагическая легенда о Джордано Бруно», автор которой утверждал, что сожжено было лишь изображение Бруно, а сам он кончил дни в Доминиканском монастыре. То есть до 1849 года считалось,
что сожгли его изображение или чучело. Это важный нюанс, запомним. Но в 1848 году в Ломбардии и Венеции, которые тогда были частью Австро-Венгерской империи, вспыхнула либерально-демократическая революция. И хотя в том же году она была подавлена, революция перекинулась и на Италию, где бунт дошел до Рима и Флоренции. Римский папа Пий IX бежал, и архивы Ватикана стали временно доступными. Так стали известны протоколы допросов Джордано Бруно в Венеции, материалы о выдаче Бруно в Рим и некоторые из постановлений Римской инквизиции по делу Бруно. Уже через год восстание было подавлено, но это уже не смогло помешать разглашению добытых в Ватикане секретных материалов инквизиции. С 1867 по 1889 года основные дела были опубликованы. В 1925 году было дополнительно опубликовано еще 26 декретов Римской инквизиции. Однако они не касались дел по процессу Джордано Бруно. Те документы, что удалось получить, не позволяли достоверно восстановить ход процесса. Следствие по делу Джордано Бруно в Риме получило отражение лишь в неполных и чрезвычайно кратких постановлениях инквизиции. Но главное, что удалось установить, что сожжено было все-таки не чучело, а сам Джордано. Именно с этого момента и пошла информация о сожжении Бруно живьем. Но на этом все. Быстро появившаяся в результате революции информация также быстро была вновь скрыта. Следующее появление каких-либо данных об этом деле произошло спустя 37 лет. И вновь, едва промелькнув, они были засекречены. Вот что пишет об этом Александр Гарфункель. В мае-июне 1886 года один из хранителей Ватиканского архива, Григорио Пальмьери, обнаружил рукопись, содержащую материалы процесса Джордано Бруно. На что папа Лев XIII предписал хранить в строжайшей тайне даже сам факт ее открытия. Рукопись была передана в личное распоряжение папы, и никакие сведения о ней не просочились за стены папской канцелярии. Так, ценнейшие архивные документы о великом итальянском философе были вновь скрыты от науки. Лишь в 1925 году история этой находки стала известна ватиканскому же архивариусу Анджело Меркати, который только в 1940 году обнаружил ее в материалах личного архива папы Пия IX. То есть спустя еще 39 лет стала известна лишь информация о том, что находка была. И в течение еще 15 лет эти рукописи целенаправленно искали и лишь потом нашли. Рукопись представляла собой сборник материалов инквизиции. Среди разного рода записей, сведений о еретиках и еретических книгах, о процессах инквизиции особенный интерес представили 59 страниц, содержащие краткое изложение следственного дела Джордано Бруно. Этот важнейший документ был опубликован Анджело Меркати в 1942 году. Необходимо отметить, что издание его имело цели весьма далекие от стремления к установлению истины. Католические историки стремятся использовать эту публикацию для доказательства законности процесса, правомерности расправы над Джордано Бруно, для доказательства его виновности. Апологетов католической церкви привлекло во вновь обнаруженном документе обвинение Бруно в отступничестве от веры, в выступлениях против догматов религии и церковных обрядов. Так что же такое обнаружил Анджело Меркати? А обнаружил он не что иное, как стенографические записи допросов Джордано Бруно инквизицией в период с 1592 по 1598 года. Они так и назывались «Краткое изложение следственного дела Джордано Бруно». Это был бесценный подарок обществу, поскольку абсолютно все, что мы знаем сейчас о Джордано,
начиная с его первого имени, года и места рождения, имена и обстоятельства доноса и многое-многое другое, все это мы знаем из одной лишь этой самой записи материалов следственного дела. Гораздо позже ко всему этому были добавлены переписки между Римской и Венецианской инквизицией и текст приговора Римского трибунала. Следует заметить, что в период между первым обнаружением в 1849 году и вторым в 1886 были опубликованы некоторые работы Джордано, видимо, как раз украденные революционерами из библиотеки Ватикана. Одна из таких рукописей была куплена русским книголюбом и государственным деятелем Норовым. Это был целый сборник рукописных трактатов, в том числе и о магии с чертежами, написанные собственноручно самим философом. Он получил название «Московский кодекс». К сожалению, почерк у Джордано был классический, медицинский, нечитаемый. Видимо, поэтому, а может по какой иной причине, через несколько лет он передал этот манускрипт Румянцевскому музею, из которого впоследствии манускрипт, перешел в Российскую государственную библиотеку. Кстати, именно Московский кодекс лег в основу полного собрания сочинений Джордано Бруно, изданного в парижском издательстве Les Belles Lettres. Также известно, что в 1950 году Борис Зубов на основе рукописи написал статью «Рукописное наследие Джордано Бруно. Московский кодекс Государственной библиотеки СССР имени Владимира Ильича Ленина». Таким образом, изучая деятельность Джордано Бруно, мы должны постоянно помнить о том, что практически вся известная информация о нем появилась внезапно в середине 19-го, начале 20 века. Обстоятельства появления этих материалов довольно необычные. И если можно поверить в то, что документы были похищены из Ватиканской библиотеки революционерами, то последующие повторные их находки непосредственно ватиканскими архивариусами уже кажутся подозрительными. Например, как так получилось, что Меркати полез копаться в личном архиве папы Пия IX? Кто и почему разрешил копаться в вещах покойного папы? Почему, когда материалы были найдены, архивариус первым делом не показал их тогдашнему папе римскому Пию XII? И если показал, то почему новый папа не изъял эти документы снова, а разрешил опубликовать? Кроме того, не будем забывать, что эти материалы появились в разгар Второй мировой войны, когда в Италии вовсю бушевал фашизм и Муссолини. А значит, очень велика вероятность того, что в этот момент найденные документы были идеологически выгодны церкви, как говорит тот же Гарфункель. Католические историки стремятся использовать эту публикацию для доказательства законности процесса, правомерности расправы над Джордано Бруно, для доказательства его виновности. В России, точнее в СССР, тоже придали этим материалам идеологический окрас. Действительно, очень удобно было в 1948 году, спустя 3 года по окончании Второй мировой войны, представить символ мученической смерти прогрессивного реформатора от рук католической инквизиции. Таким образом, получается, что документы о сожжении еретика были выгодны сначала фашистской партии Италии, которая таким образом оправдывала свои действия, а по окончании войны, наоборот, победившим силам в лице СССР. При этом, хотя Гарфункель и говорит, что католическим священникам нужно было не установление истины, а пример, но справедливости ради надо сказать, что и СССР поступил точно так же. Нетрудно заметить, что начиная аж с самого начала следствия, то есть с конца XVI века, все это дело было насквозь пропитано идеологическими необходимостями. Даже тогда итоговое заключение, приговор, оглашенный на площади перед сожжением, говорил, что обвинение вынесло приговор по 8 пунктам, однако оглашен был только один. Да и то, все было обставлено как разговор с самим Джордано, мол, ты знаешь, о чем мы говорим, а потому будешь сожжен.
а остальным на площади этого знать не полагалось. Со временем из материалов следствия и допросов Джордана мы узнаем часть обвинений, но лишь малую часть. Точнее, из краткого изложения следственного дела, составленного Инквизицией еще в 1598 году. Краткого, неполного. Именно поэтому мы до сих пор не знаем истинной причины, за что на самом деле его сожгли. Кто бы что ни говорил, на следствии пункты приговора оглашены не были, и это медицинский факт. А потому все предположения об истинных мотивах в любом случае остаются предположениями, в том числе и мои. Однако, глядя на странные манипуляции вокруг этого загадочного дела, я делаю предположение, что истинная причина, по которой Джордано был казнен, представляла опасность не только для инквизиции тех времен, но и для современной церкви любого толка, и даже для любых представителей власти и капиталистической, и советской до сих пор. А потому давайте почитаем повнимательнее, что именно говорил Джордано на суде. Материалы дела. Документы Венецианской инквизиции. Первый допрос. 26 мая 1592 год. Председатель Алоизий Фоскари. Присутствовали Лодовико Таберна, апостолистический нунций, Лауренцио Приули, патриарх Венеции, Габриэле Салюце, магистр-инквизитор. В присутствии указанных лиц был введен человек среднего роста с каштановой бородой, на вид лет 40. Ему предложено принести присягу. Он поклялся, возложив руки на Евангелие. Сказал: «Я буду говорить правду. Много раз мне угрожали предать суду этой святой службы. Я всегда считал это шуткой, ибо готов дать отчет о себе. В прошлом году, когда я находился во Франкфурте, я получил 2 письма от сеньора Джованни Мочениго, венецианского дворянина. В них он передавал приглашение приехать в Венецию, желая, как он писал, чтобы я обучил его искусствам памяти и изобретения. Обещал мне хороший прием и уверяя, что я буду прекрасно вознагражден. Я приехал 7 или 8 месяцев тому назад. Я обучал его различным понятиям, относящимся к этим 2 наукам. Сперва я поселился не в его доме, а затем переехал в его собственный дом. Убедившись, что я выполнил свои обязательства и достаточно обучил его всему, что он от меня требовал, я решил вернуться во Франкфурт, чтобы издать некоторые свои работы. И в прошлый четверг я попросил у него разрешения уехать. Узнав об этом, сеньор Мочениго заподозрил, что я хочу покинуть его дом, чтобы обучать других лиц тем же самым знаниям, которые преподавал ему и другим, а вовсе не для того, чтобы ехать во Франкфурт, как сказано было мною. Он всеми силами старался удержать меня. Когда же я решительно настаивал на своем желании уехать, он сперва стал жаловаться, будто я не обучил его всему, чему обещал, а затем начал угрожать, заявляя, что если я не пожелаю остаться добровольно, он найдет способ задержать меня. На следующий день, это была пятница, сеньор Джованни, видя, что я настаиваю на решении уехать и уже отдал распоряжение о своих делах и приготовил вещи для отправки во Франкфурт, ночью явился ко мне, когда я уже был в постели, под предлогом, будто желает поговорить со мной. Когда он вошел, с ним оказался его слуга по имени Бартоло, вместе с 5 или 6, как я полагаю, гондольерами, которые проживают по соседству. Он заставил меня подняться с постели и отвел на чердак. Там меня заперли, причем Джованни заявил, что намерен задержать меня и заставить обучить его понятиям, относящимся к запоминанию слов, а также понятиям геометрии, обучение которым он добивался с самого начала, и затем предоставить мне свободу. В противном же случае мне угрожают большие неприятности. В ответ на это я продолжал доказывать, что, по моему убеждению,
обучил его достаточно и даже больше, чем обязался, и не заслужил подобного обращения. Он оставил меня в заперти до следующего дня. Затем явился капитан с несколькими неизвестными мне людьми и велел им отвезти меня вниз в подземное помещение. Там меня оставили до ночи. После этого явился другой капитан и отвел меня в тюрьму Святой Службы. Я убежден, что меня подвергли заключению стараниями означенного Джованни. Он питал злобу по указанным выше причинам и, по-видимому, сделал на меня какой-то донос. Далее подсудимый был спрошен, какое имя дано ему при крещении, какое его прозвище, из какого сословия или чей сын, откуда родом, какой нации, какая профессия была его самого и его отца. Отвечал: «Мое имя Джордано, из рода Бруни, из города Нолы, расположенного в 12 милях от Неаполя. В этом городе родился и воспитывался. Мои занятия – литература и все науки. Имя моего отца – Джованни, моей матери – Фраулиса Савалина. Отец по своему занятию был военным. Он уже умер, как и моя мать. Мой возраст – около 44 лет. Я родился, как мне это известно от родных, в 48 году. Обучался в Неаполе литературе, логике и диалектике до 14 лет, а также посещал публичные чтения некоего лица, называвшего себя уроженцем Салерно, и частным образом брал уроки логики у отца августинца по имени Теофила да Вайрана, позже преподававшего метафизику в Риме. 14 или 15 лет я вступил послушником в орден доминиканцев, в монастырь святого Доминика в Неаполе. Меня принял тогдашний отец-настоятель монастыря по имени магистр Амброзио Паскуа. По истечении года послушничества я был допущен им к монашескому обету, и, сколько помнится, со мной вместе обет принял только один послушник. Затем, в надлежащий срок, я был рукоположен в сан священника и отслужил первую обедню в Кампании, городе того же королевства, неаполитанского, довольно далеко от Неаполя, и находился там в монастыре того же ордена, посвященном святому Варфоломею, состоя в том же доминиканском ордене, где получил посвящение, я совершал обедню и другие службы до 76 года, будучи в повиновении у начальствующих лиц этого ордена и монастырских настоятелей. В 1576 году, следующим за годом юбилея, я находился в Риме, в монастыре Делла Минерва, в повиновении у магистра Систа ди Лука, прокуратора ордена. Я прибыл, чтобы представить оправдание, так как дважды был предан суду в Неаполе, первый раз за то, что выбросил изображения и образа святых и оставил у себя только распятие, и за это был обвинен в презрении к образам святых. А второй раз за то, что сказал одному послушнику, читавшему историю семи радостей в стихах, какую пользу может принести ему эта книга, и пусть выбросит все и займется лучше чтением какой-нибудь иной книги, например, «Житий святых отцов». В то время, когда я прибыл в Рим, это дело возобновилось в связи с другими обвинениями, содержание которых мне неизвестно. Вследствие этого я покинул духовное звание, снял монашескую одежду и уехал в Ноли в Генуэзской области. Там я провел 4 или 5 месяцев, занимаясь преподаванием грамматики молодым людям. На этом первый допрос окончен. Я специально зачитал его вам полностью, без сокращений, чтобы стало окончательно понятно, откуда мы вообще столько знаем о Джордано Бруно. Это практически полные цитаты из допросов Венецианской инквизиции, составленные в 1598 году. Второй допрос был точно таким же. Джордано продолжал рассказывать свою жизнь в мельчайших подробностях. Причем с самого начала возникают противоречия. Например, первым делом Джордано спросили под присягой, какое имя ему дано было при крещении. То есть буквально, какое его настоящее имя. И он ответил, что его имя Джордано. Еще раз, под присягой, его имя Джордано. Однако,
Если открыть Википедию, то там указано, что его имя Филиппа, а потом он заменил его на Джордано. Откуда в Википедии эти сведения? А из римских допросов. Там, в Риме, он почему-то изменил показания и стал называть себя Филиппа. Но как раз римских-то допросов у нас и нет. Единственное, что мы имеем, это отсылки к ним на полях краткого изложения. То есть мы знаем, что всего допросов было 17. Из них 7 в Венеции, там, где его схватили. Они проходили в течение первого года заключения, и их содержимое мы знаем из этого самого краткого изложения. А остальные 10 допросов происходили в Риме в течение последующих 7 лет. И о них мы не знаем ничего, кроме этих вот самых записок на полях и отсылок к ним. Еще одна нестыковка в предпосылках перед арестом. На первом допросе Джордано говорит, что Джованни Мочениго прислал ему 2 письма с просьбой обучить его. И по словам Джордано, он тогда находился во Франкфурте, откуда приехал обучать и куда собирался уехать назад. Но в переписке между инквизициями мы узнаем, что на момент перед приездом к Мочениго Джордано Бруно жил в Женеве. И опять же эта информация относится к римским допросам. Еще одна нестыковка заключается во времени, которое Джордано провел в тюрьме. Да, несложно подсчитать, что если его схватили в 1592 году, а сожгли в 1600, то он просидел 8 лет. Однако в заключительном приговоре говорится, что он просидел 12 лет. И после первых 4 лет заключения сбежал. Но об этих сроках нам ничего не известно. Во всяком случае, история достаточно мутная. Да, сам Джордано признается, что доносы на него начали строчить, когда он еще служил в монашеском ордене, но при этом ни разу не говорит, что был за это хоть раз посажен. Эту нестыковку, естественно, заметили и другие исследователи, например, наш Александр Гарфункель. И что же они сделали? Правильно, отметили на полях, что это утверждение ошибочно и инквизиция просто ошиблась. А может нет? И снова этот мутный привкус. С одной стороны, мы понятия не имеем, что происходило с Джордано в римской тюрьме в течение 8 лет, но при этом уверенно говорим, что инквизиция в чем-то ошиблась. Кстати, многие исследователи, которые имели доступ к первоисточникам, например, тот же Гарфункель, отмечают, что записи процесса имеют все признаки исправлений и подлога. То есть их точно переделывали. Вопрос только, в каком месте и зачем. Вот еще один интересный нюанс. Как вы помните, в самом начале я рассказал, что первые архивы Ватикана стали доступны, когда революционеры в Италии в 1849 году заняли Рим и Ватикан. Само собой, кое-что оттуда было вынесено и осело в архивах богатых и влиятельных людей, чтобы потом, по прошествии десятков лет, продаваться. Так, например, Московский кодекс попал в Россию. Так вот, один из участников того самого восстания был некий Джузеппе Маццони. Он с детства готовил себя к политической деятельности и к моменту восстания обрел такую силу и влияние, что был одним из 3 глав Временного правительства Италии. Там это принято. Например, Гай Юлий Цезарь поначалу тоже не был единоличным императором Римской империи, а разделял власть с Гнеем Помпеем и Марком Крассом. Это был триумвират. И вот этот новоявленный Цезарь Джузеппе Маццони как раз и был одним из тех, кто лично вторгся в Ватиканские архивы. Спустя 20 с лишним лет он отправил часть материалов инквизиции министру сельского хозяйства, промышленности и торговли Королевства Италия Доминико Берти, который и издал их в одном из своих трудов в 1876 году. Так вот, что пишет Джузеппе Маццони в сопроводительном письме к Доминико Берти. Следующие далее декреты скопированы мною в 1849 году в архиве Римской инквизиции из тома «Инфолио» на бумаге, переплетенного в пергамент и с надписью на корешке «Декреты Святой Службы 1600-1601». А на бумажке, прикрепленной к корешку, написано L5100.
Этот том относится к более позднему времени. По манере письма он мне кажется относящимся ко второй половине XVIII века. Во многих местах переписчик не разобрал письма оригиналов, которые я тщетно искал и которые, возможно, были частью испорчены чернилами, что и привело к необходимости скопировать их. Вместо произвольных подстановок слов переписчик часто предпочитал ставить многоточия, иногда заполненные другими почерками. То есть тут даже не нужно никакой конспирологии. Открытым текстом говорится, что Мацони скопировал, то есть переписал содержимое тома, который в свою очередь тоже являлся перепиской с более раннего. При этом ранний ватиканский переписчик в части текста не разобрался и не только неправильно скопировал, но и случайно попортил чернилами. И вот эти документы. Повеление папы Климента VIII о передаче Джордано Бруно светской власти для совершения казни. Текст приговора. Приговор о запрещении книг Джордано Бруно. Обряд церковного проклятия Джордано Бруно. Передача Джордано Бруно в руки гражданской власти для сожжения. Сообщение о предстоящем сожжении Джордано Бруно. Извещение о сожжении Джордано Бруно. Сообщение ученика Джордано Бруно Вентимилья о его сожжении. Донесение братства усекновения главы Иоанна Крестителя. То есть буквально важнейшие документы о последних днях Джордано Бруно неправильно переписаны, исправлены, запачканы чернилами и снова переписаны. Встает и еще один вопрос. Почему Мацони какие-то книги попросту вынес и потом перепродал российскому меценату, а документы о суде и приговоре Джордано Бруно переписал, скопировал? Почему после подавления восстания вернувшийся папа Пий IX попросту не казнил его? Хотя за время правления Пия IX было казнено 133 человека. А вот к Мацони это не относилось. Более того, он, Мацони, впоследствии уже после революции и 10 лет изгнания был назначен сенатором, а до этого в 1870 году был избран великим магистром Великого Востока Италии. Это масонская ложа. Но и на этом он не остановился и впоследствии основал свою собственную масонскую ложу «Пропаганда масоника». Вот такой человек принес нам в мир первые документы о Джордано Бруно. Как-то никак не покидает мысль о том, что перед нами разыгрывается какой-то спектакль. Само собой, я не буду мучить вас чтением всех 7 венецианских допросов. В конце концов, эта информация открытая, достаточно набрать запрос в любом поисковике, и вы получите полный текст. Однако хотелось бы заострить внимание еще на одной фразе из 3-го допроса. Джордано спросили, действительно ли напечатанные книги изданы в обозначенных на них городах и странах или в иных местах. Он ответил, все книги, на которых имеется указание, что они напечатаны в Венеции, на самом деле изданы в Англии. Указание, что они напечатаны в Венеции, сделано по желанию издателя, чтобы их легче было продавать и они получили бы более широкое распространение, так как если бы было указано, что они изданы в Англии, то продавать их здесь оказалось бы гораздо труднее. Почти все остальные изданы в Англии, если даже на них указано, что в Париже или других местах. То есть, другими словами, абсолютно все книги Джордано, которые он издал, были напечатаны в Англии, и издательства сознательно ставили на них штамп издательств Венеции, Парижа, Франкфурта и прочих. С одной стороны, это малозначительная деталь, которая вполне логично объясняется желанием издателя побыстрее продать книгу и получить прибыль. Однако, она в корне меняет все наше представление о сохранившихся до наших дней практически всех печатных изданий XVI, XVII, XVIII веков. Одно это единственное свидетельство на суде Инквизиции ставит жирный крест
на дате и месте изготовления абсолютно любой книжки 16, 17 и 18 веков. С этого момента мы с вами ничего не знаем о том, кто издавал любые книги в средних веках. Точнее, мы знаем, что крупнейшей типографией Европы была Англия, которая сознательно подменяла места появления тех или иных книг. И вот это уже не конспирология, а медицинский факт. Во всяком случае, если мы верим тексту допросов Джордана. Еще один миф заключается в том, что его сожгли благодаря доносу Джованни Мочениго. Дело в том, что действительно Мочениго поступил с Джордано, как сейчас модно выражаться, по беспределу. То есть пригласил в гости, а затем буквально взял в заложники, заключил в подвал, написал донос и передал инквизиции. Это факт. Но таким же фактом является и то, что Джордано в Венецианском суде с легкостью опроверг его доносы, и максимум, что ему грозило, это возвращение в монахи. Собственно, в Венецианском суде он отвечал очень логично, вдумчиво, разумно. Его речь понятна и легка. И Венецианская инквизиция уже склонялась к тому, чтобы отпустить его. Однако в дело вмешалось два фактора. Римской инквизиции внезапно срочно потребовалось перенести заключенного из Венеции в Рим. Причем, что послужило этому основанием, совершенно неясно, поскольку по косвенным данным нам становится понятно, что на тот момент Римская инквизиция еще даже не читала его книги и понятия не имела, кто он. Тем не менее, Римская инквизиция сразу же в письме называла его не просто еретиком, а ересиархом, то есть патриархом еретиков. Значит, было что-то такое в нем, чего мы с вами не знаем и, возможно, никогда не узнаем. Но что мы знаем точно, так это то, что Венецианская инквизиция не просто собиралась отпустить Джордано, но и посмела отказать Римской инквизиции в его выдаче. Хотя продержалась недолго и уже в следующем письме сдалась и организовала перевозку заключенного в Рим. И уже в Риме к обвинениям Джованни Мочениго были присоединены доносы от сокамерников Джордано. В частности, монаха-капуцина Челестина, соседа по камере в Венеции, и Франческо Грациано, тоже соседа по камере, а также некто Чотто, Бертано и Маттео Дзага. Джованни Антонио ди Латанаци Оригони из Вероны, клирик и субдиакон ордена капуцинов, монашеское имя брат Челестина из Вероны. В 1587 году находился под следствием в Римской инквизиции по обвинению в ереси. Находился в одной камере с Бруно в венецианской тюрьме с сентября 1592 года до выдачи его Римской инквизиции в феврале 1593. Франческо Грациано, родом из Удины, проживал в 80-х годах в Венеции, где занимался переводами, перепиской книг, в том числе и запрещенных церковью, и частными уроками. Судя по показаниям свидетелей, человек образованный. Он со всеми вступал в споры. Все считали его сумасбродом, и никто ему не доверял. В 1584 году был арестован Венецианской инквизицией и обвинен в ереси. Выступал против светской власти папы и доходов духовенства, отрицал подлинность так называемого Константинова дара. После отречения 4 апреля 1585 года был освобожден, но впоследствии арестован как вновь впавший в ересь. Находился в одной камере с Джордано Бруно в 1592-1593 годах. 27 марта 1593 года был приговорен к пожизненному заключению. Был вызван в Рим для дачи показаний по делу Бруно и дважды допрошен в конце 1593 и начале 1594 годов. Показания Грациано лучше других свидетелей, соседей Бруно по камере, разбиравшегося в богословских вопросах, наряду с доносами и показаниями Мочениго и Челестина, дали инквизиции основной материал против Бруно.
В феврале 1598 года Грациано был освобожден из заключения. Характерно, что все соседи по камере были осуждены также за ересь. В частности, Франческо Грациано аж дважды. Первый раз его освободили, потому что он отрекся от своих слов, а затем схватили снова и уже дали пожизненный срок. Так он и стал сокамерником Джордано. Однако после его свидетельств на суде в Риме, за 2 года до сожжения Бруно, его внезапно милостиво отпустили на свободу. Как бы сейчас сказали юристы, налицо сделка со следствием. Другой сокамерник, Маттео Дзага, серьезных показаний не давал и, видимо, поэтому умер в тюрьме, не дожив до приговора. Судьба третьего сокамерника, брата Челестина, также была печальна. Следствие выслушало его доносы, приобщило к делу, а затем сочло самого Челестина медиумом и одержимым и казнило за полгода до казни Джордано. Еще раз. Один сокамерник загадочно умер, второй был признан сумасшедшим и казнен, но при этом его показания являются частью обвинений, а третий выгодно продал свои показания и вместо пожизненного заключения был отпущен на свободу. Все идет к тому, что Риму крайне важно было уничтожить Джордано Бруно под любым предлогом. А из этого следует немного парадоксальный вывод. Для понимания смысла сожжения Бруно нам вообще не нужно читать протоколы доносов. Ведь все, что там будет указано, в любом случае будет сфальсифицировано либо срежиссировано инквизицией. Все те 8 пунктов, о которых говорилось в окончательном обвинении, это просто пустышки, чтобы как-то заполнить бессмысленность приговора. Поэтому и не было смысла их зачитывать. Ну вот смотрите, часто упоминают о том, что Джордано утверждал, будто Земля вращается вокруг Солнца, и якобы именно за это его сожгли. Но правда в том, что эти мысли были признаны ересью только в 1616 году. Бруно никак не могли казнить за эти слова, поскольку к тому моменту, когда они стали официально считаться поводом для преследования, Джордано уже 16 лет как не было в живых. Другие считают, что Джордано сожгли за то, что он говорил о множественности миров. Однако Джордано Бруно обосновывал это цитатами из Фомы Аквинского, который прямо говорил о множественности миров и который был канонизирован, а его учение стало официальной философией католической церкви. Внезапно выясняется, что католическая церковь никогда не считала это ересью. То есть множественность миров тут тоже ни при чем, равно как и все прочие обвинения, которые на фоне 2 предыдущих кажутся и вовсе смехотворными. Поэтому все протоколы допроса – это лишь отвод зрения от настоящих, истинных причин, понять которые можно, скорее всего, прочитав его работы. А поскольку одна из важнейших книг, которая не раз упоминается в обвинении, это «Изгнание торжествующего зверя», то давайте посмотрим, а что там, собственно, написано. Изгнание торжествующего зверя. Первый перевод этой книги на русский язык сделал Алексей Золотарев в 1911 году. И сразу же с первых строк читаем, что эта работа посвящена некоему сеньору Филиппу Сиднею. Более того, книга начинается с объяснительного письма этому самому Филиппу Сиднею, в котором он благодарит его и его друга, сеньора Фолька Гривелла, за серьезную помощь в работе. Для справки, Филипп Сидней и Фольк Гривелл – это очень влиятельные британские лорды тех времен. Филипп Сидней командовал армией Британии в битве при Зютфене против Испании. Проиграл, погиб от ранения. Написал, но не закончил роман «Аркадия». Фольк Гривелл – это первый барон Брукс, наместник княжества Уэльс, а позднее министр финансов Британии, близкий друг Филиппа Сиднея.
Считается, что Фолька сильно оскорбили насмешки над английской жизнью от Джордано Бруно в его великопостной вечере. И якобы поэтому он таким образом перед ним, Фольком, извинялся. Якобы, потому что очевидно, что именно эти господа оказывали свою влиятельную и финансовую помощь в напечатании книг Джордано в Англии. Ибо издательство стоит больших денег, которых у Джордано было довольно мало. Кроме того, в письме он четко говорит, что причина их взаимной неприязни не насмешки над английским образом жизни, а корысть. Именно корысть. Многие считают книгу «Изгнание торжествующего зверя» эдакой сатирой, ну или шуточным произведением. Однако, когда я его читал, то не увидел ни сатиры, ни шуток, ни юмора. Ну, разве что одно из божеств, занимающих важную роль в книге, было богом шуток, насмешек, издевательств. Эдакий аналог скандинавского бога Локи, греческий бог Мом. Других причин считать эту книгу сатирой я не вижу. Сама книга написана очень пафосным стилем, в ней настолько огромное количество лишних слов, что возникает ощущение какой-то бессмысленной какофонии, словесной свалки без какой-либо идеи. И поэтому читать ее вдумчиво невыносимо трудно. К тому же в пояснительном письме Джордано говорит: да не выищется кто-нибудь с такой уродливой душою или с таким злобствующим духом, коему вздумалось бы убеждать и себя, и других, что все написанное в этой книге сказано мною утвердительно. То есть он буквально умоляет не принимать эту книгу всерьез. Но через пару абзацев добавляет, что каждая речь в диалогах книги, каждая речь наполнена своим собственным смыслом. А еще через несколько абзацев заявляет: увидите ли вы серьезные или смешные разговоры, помните, что все их одинаково надо рассматривать через особые очки. Через какие такие особые очки? На мой взгляд, он прямым текстом намекает, что написанное в книге как раз наоборот надо воспринимать очень серьезно. А еще, кажется, он намекает на какие-то зашифрованные в тексте послания. Видимо, инквизиторы тоже это поняли, а потому в итоге сожгли его. Так о чем же эта книга? Это 3 диалога, разделенных на несколько частей каждый. Место действия не ясно, то ли на земле, то ли на небе, то ли в каком-то параллельном пространстве. Непонятно. Ясно одно. Это какой-то большой совет богов под руководством Юпитера или Зевса, как кому нравится. Беседу ведут греческие и римские боги. София, то есть мудрость, Мом, бог насмешек, Меркурий, Юпитер, Венера и некий загадочный Саулин. София рассказывает Саулину о том, что Юпитер, то есть Зевс, уже не тот, что раньше. Постарел, устал и готовится к смерти. При этом выясняется, что каждый из богов может перевоплощаться в кого угодно, жить и умирать человеческой жизнью, возрождаться снова и снова в качестве человека. И все это для них не более чем игра. То есть эти боги не имеют постоянного тела, они лишь воплощение некой энергии, то в одном, то в другом человеке. Но сама эта сущность тоже имеет начало и конец. И она тоже погибнет, умрет, как и все, что есть во Вселенной. И затем возродится вновь. Но это будет уже иное перерождение. Перерождение самой сущности. Юпитер знает об этом, а потому особо не переживает, но понимает, что с его уходом все среди богов изменится. А потому хочет напоследок оставить после себя что-то хорошее или хотя бы справедливое. И созывает совет старейших богов. Даже называется возраст Зевса – 36 тысяч лет. Любопытно, что на совете то и дело проскальзывает тема Троянской войны. То тут, то там вспоминаются ее эпизоды, словно это действительно было нечто важное. Хотя и не единственное. Вспоминаются эпизоды и из Титаномахии, и из противостояния с Прометеем. Как мы знаем из греческой мифологии, Мом, бог насмешек, который издевался над богами, был изгнан с Олимпа, но теперь
оправдан и вызван обратно на совет. В качестве шута, который может говорить правду прямо в лицо. И вот Юпитер созывает большой пир для всех богов. А по окончании пира, неожиданно для них всех, объявляет о собрании совета. Произносит длинную речь о том, что это событие не спонтанное и как долго он о нем думал, а затем начинает рассказывать основную мысль. Вот тут-то и начинается взлом мозга у читателей. Юпитер, он же Зевс, почему-то начинает долгий рассказ про звезды и созвездия, где каждому созвездию присущ какой-либо характер, свойство или порок. Причем все эти качества показываются так, словно они одушевленные создания. Доносы, разврат, растление, гнев, презрение, зависть, злоба, похоть, алчность и прочее. Все они словно бы являются некими одушевленными сущностями, которые в свою очередь являются частью зверя. Джордано называет его торжествующим зверем, поскольку эти качества почти всегда побеждают в человеке. И они заполнили собой все небо, каждое созвездие, каждый мир. Суть этого совета как раз и заключается в том, чтобы изгнать с неба все кусочки этого зверя на землю, а вместо них поместить другие кусочки, добродетельные, то есть их антиподы. Большая часть книги – это скучнейшее и дотошное перечисление всех этих качеств, где они находятся, на что будут заменены и куда низвергнутся. Однако, если одеть специальные очки, о которых говорилось в предисловии, то есть фильтр, отсекающий всю шелуху, можно найти очень любопытные послания, информацию. Например, упоминание о том, что на недавно открытой части света, названной Новым Светом, то есть в современной Америке, будут найдены летописи, содержащие сведения об истории за последние 10 тысяч лет и более. Помните, в предисловии Джордано делает упор на том, что каждый монолог наполнен своим отдельным смыслом. В каждом монологе зашифрована собственная информация, возможно пророчество, а возможно и конкретное указание. Другой монолог в книге рассказывает о Прометее, который хотел унизить богов тем, что... Нет, не украл для людей огонь, нет. Прометей хотел дать людям бессмертие. Причем говорит об этом Сатурн, он же Кронос, отец Зевса, который тоже оказался на совете. Он предлагает оставить на небе Гидру, то есть змея, которая помогла обезвредить Прометея, который не украл, а убедил Зевса добровольно наполнить бессмертием несколько бочонков и отвести людям. И в результате сделать людей равными богам. Во время пути Гидра, она же змей, вынудила осла, который вез эти бочонки, наклониться к источнику с водой, отчего груз перевесил, слетел с шеи осла и разбился. Вся жидкость впиталась в землю, но Гидра успела собрать себе несколько капелек. Оттого Гидра и стала сейчас бессмертной. Еще один монолог, возможно, рассказывает об одном неизвестном, но любопытном моменте из «Войны богов». Если вы смотрели мои предыдущие фильмы, то помните, что за несколько лет до начала Троянской войны Трою захватил Геракл. И тут же после этого Гея организовала внезапную атаку гигантов на Олимп с целью уничтожить всех богов. Сами боги не могли с ними справиться, это под силу было лишь смертному. Туда и отправился Геракл. Но оказывается, он был не один. Ему помогал некто Козерог. Кого подразумевает под Козерогом Джордано, мне пока не ясно. Но точно не Геракла. Ибо Геракла на том же собрании было решено внезапно выгнать с небес обратно на землю. Причем в утешение или награду ему было поручено в очередной раз стать земным богом, которого будут ценить выше, чем подлинного небесного полубога. Интересно, каким? Но мы отвлеклись. Этот самый Козерог хорошо проявил себя и в Титаномахии, то есть в войне богов. Оказалось, что из пещер Тавра, то есть, получается, из Крыма, появилось чудовище,
которая отправилась защищать Египет от этих самых богов, то есть олимпийцев. И чудовище это было настолько сильное, что даже боги не решались на него напасть. Так вот, этот самый Козерог посоветовал богам обратиться в зверей, чтобы подкрасться к чудовищу, что они и сделали. Но жители Египта увидели богов, пока они еще были в образах животных, и посему начали их почитать именно в таком виде. Вот точная цитата из книги. «Что, по-твоему, отче, надо сделать с этим святым, беспорочным и достопочтенным Козерогом? С этим твоим божественным и дивным молочным братом, с этим нашим храбрым и более чем героическим дружинником против опасного, внезапного и дерзкого нападения гигантов, с этим великим советчиком на войне, нашедшим способ умертвить того самого врага, что из пещер Тавра появился в Египте, как самый страшный противник богов. Кто, ибо открыто мы не осмеливались напасть, дал нам наставление обратиться в зверей, дабы искусством и хитростью восполнить недостатки нашей природы и сил, и тем самым достигнуть славного торжества над противниками. Ведь он тем самым заставил египтян почитать живые образы зверей, и те стали нас почитать в образах зверей». Конец цитаты. Этому событию вообще в книге посвящено несколько страниц, и оно показывает нам египетский пантеон богов как банальный каргокульт. Более того, оно хорошо синхронизируется с моими выводами из предыдущих серий, например, внезапную атаку олимпийцев на Египет, благодаря которой Атлант оказался заперт в подземелье. А также этот момент служит новым доказательством странного военного союза между Египтом и Крымом. Если помните, в Троянской войне, наоборот, Египет послал войска в помощь, как мы теперь уже понимаем, жителям Приазовья и Крыма. Таким вот образом, в виде диалогов между богами, Джордано передает какие-то зашифрованные сообщения и новые данные. В одном из сообщений явно прослеживается какой-то числовой код. Вот смотрите, в одном из диалогов он произносит математическую последовательность, которая для него кажется естественной. Он говорит, что все учетверится, затем удвенадцатерится, потом увеличится в 72 раза и в 144. То есть 4, 12, 72, 44. На первый взгляд это кажется последовательностью, но какой? Первое число умножается на 4, получившееся умножается на 3, результат вновь умножается на 6, а следующий результат на 2. 4, 3, 6, 2. Что это за последовательность? Не математическая, не геометрическая и точно не Фибоначчи. И можно было бы подумать, что это случайный набор цифр, но в предисловии книги Джордано четко сказал, каждый абзац – это отдельная зашифрованная мысль, которую надо смотреть отдельно через очки, то есть через фильтр, расшифровывать. Кроме того, в этом произведении боги как бы размышляют, что им делать с созвездиями. Какие уменьшить, какие увеличить, какие сместить вправо или влево, а какие оставить на месте. Вот думайте, что хотите, а на мой взгляд это подробное описание неких глобальных космических процессов, в результате которых сменился наклон земной оси, вследствие чего созвездия поменяли свои места и маршрут движения. Само собой, все это в зашифрованном виде. Такими зашифрованными посланиями книга буквально кишит. И наверняка они еще ждут своих будущих исследователей. Но внезапно книга заканчивается. Зевс спрашивает богов, согласны ли они с ним. Все соглашаются и отправляются пировать. Саулин говорит, ну и я пойду к своей вечере. София отвечает, а я удаляюсь на ночные созерцания. Все. Точка. Никакой морали, никакого экзерсиса, никакого заключения и вывода, ничего. Просто отчет закончен. Что еще раз наводит на мысль, что это совершенно не литературное произведение. Так за что же сожгли Джордано Бруно? Что в этой книге такого, что взбесило инквизиторов? Разговор идет вроде бы только об античных богах.
но при этом очень активно упоминается процесс перерождения душ и реинкарнация. Плюс разглашаются некоторые подробности истории, которые для некоторых могли бы быть неприятны. Например, о появлении в Египте культа богов с головами животных, о Троянской войне и титаномахии, и о том, что боги тоже смертные, и о том, что недавно произошел какой-то глобальный космический катаклизм. Но главное даже не в этом. Дело в том, что Джордано почему-то был абсолютно уверен в собственной неприкосновенности и неуязвимости. И действовал так, словно он посланник богов. Во всяком случае, одного из них. Маршрут его передвижений частично совпадает с картой подземных анклавов, про которые я говорил в прошлом ролике. Рим, Женева, Франкфурт и Британия. А вот время пребывания в каждом из городов не совпадает. Согласно показаниям самого Джордано, в Женеве он пробыл всего 2 месяца. Причем практически сразу по прибытии с ним на связь вышел маркиз де Вико, который тут же его трудоустроил в типографию и объяснил правила пребывания в Женеве. Оказывается, в Женеве было свое направление протестантизма, зарождающийся кальвинизм. И необходимым условием для жизни в городе было обязательное принятие этой веры. И хотя Джордано отказался ее принять, ему все равно подарили плащ, шляпу и шпагу. Вообще 16 век принес в мир раскол в католической церкви и зарождение сразу нескольких параллельных направлений христианства, которые обозначаются общим названием протестантизм. Однако он не был един. Вначале было популярно лютеранство, которое возникло как раз в Германии, вспоминаем Ольденбургский анклав. Ближе к концу 16 века как раз в Женеве зародился кальвинизм, что тоже ложится на швейцарский анклав. То есть создается ощущение, что боги этих убежищ вступили в игру и начали создавать каждый свою религию на основе христианской. Если посмотреть с этой точки зрения, то напрашивается вывод, что Джордано Бруно был одним из посланников, аватаров еще одного бога или еще одной религии. Собственно, он этого даже никогда и не скрывал, а говорил практически открыто. Ну вот, например, в эпиграфе к книге «Изгнание торжествующего зверя» он, нисколько не стесняясь, пишет, что содержимое этой книги предложено Юпитером, выполненное Советом, возвещенное Меркурием, рассказанное Софией, выслушанное Саулином и записанное Наланцем. В данном случае Наланцем называет сам себя Джордано Бруно, то есть он открытым текстом говорит, что все это было буквально сообщено ему от богов, и ему было поручено организовать еще одну религию. Хотя в книге он все же несколько замаскировал этот факт, причем нарочито грубо и издевательски над теми, кто мог его в чем-то заподозрить. Вот смотрите, в заглавии он указал, что все содержимое книги выслушал некий наланец, то есть родившийся в городе Нола, и обычно наланцем называл себя сам Джордано. Однако в книге он довольно часто приводит стихи некоего Тансила, причем эти стихи Тансила цитируют сами боги на собрании. Так кто он такой? А это никто иной, как Луиджи Тансила, земляк Джордано Бруно, тоже наланец, тоже писатель. И к тому моменту, когда писалась книга Джордано, он уже лет 20 как умер. А значит, формально он находился на небесах и вполне мог все это услышать. Такая вот отмазка от Джордано. Но если копнуть еще глубже, то у Луиджи Тансила всего несколько книг. Причем одна, первая, никакой философии не представляет. Это просто эротическая книжка для скучающих обывателей. С настолько откровенными стихами, что за нее вполне могли отправить в тюрьму. Во всяком случае, церковь ее немедленно запретила. И поэтому ему, Луиджи, срочно пришлось писать другую «Слезы святого Петра».
Но Джордано непрерывно вставляет цитаты именно из этой легкомысленной книжки, причем переделывает их на свой лад. А значит, сама книга не имеет решающего значения, равно как и сам автор Луиджи Тансило. Зато имеет значение название этой книги – «Вендимиатор», то есть виноградарь, сборщик винограда, жнец, что в свою очередь отправляет нас к упоминанию о сборщике винограда, вендимиаторе, в Библии. Все-таки не забываем, что Джордано был священник и знал Библию чуть ли не наизусть. И действительно, в Библии есть несколько упоминаний о вендимиаторе. Например, книга пророка Иеремии 6:9. «Так говорит Господь Саваоф: до конца доберут остаток Израиля, как виноград. Работай рукою твоею, как обиратель винограда, наполняя корзины». Или Евангелие от Иоанна 15:1. «Я есмь истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь», то есть вендимиатор. То есть фактически Джордано сказал, что он виноградная лоза, то есть посланник виноградаря, то есть Бога. Фактически второй мессия, ну или антихрист, кому как нравится. А Луиджи Тансило в данном случае просто нарочито наглая отговорка. Вот, например, как он представился ректору и профессуре Оксфорда, когда те его пригласили. «Я Филатей, друг Бога, Иордан Бруно Наланский». Понятное дело, что римская католическая церковь дико испугалась еще одного конкурента. И если с лютеранами и кальвинистами она ничего не могла поделать, поскольку тогда пришлось бы воевать с гораздо более сильными странами-противниками, то с одиночкой, хоть и аватаром очередного бога, можно было расправиться. Это подтверждают и последние слова Джордано перед приговором. «Вы больше боитесь читать мне этот приговор, чем я его выслушивать». И действительно, после сожжения римская церковь словно воды в рот набрала. В течение 250 лет о казни Бруно все молчали, словно под страхом смерти. И лишь потом отдельные капли правды начали выступать на свет вперемешку с тоннами лжи и исправлений. Вообще, как можно столетиями бояться того, кого ты уничтожил, и память о ком давно стер? Никак. Если только за этим человеком не стоит некая бессмертная сила с чудовищным могуществом. А теперь вспомним еще пару нестыковок. В Венеции Бруно под присягой заявил, что его имя при рождении Джордано. В Риме он сказал, что его имя при рождении Филиппо. После ареста в Венеции он просидел в тюрьме 8 лет. Однако инквизитор в Риме зачитал, что он сидел 12 лет. В римских аввизе, то есть листовках тех дней, написано, что Бруно жил в Женеве не 2 месяца, а 2 года. Перед сожжением Джордано Бруно написал меморандум, который отправил суду. Суд демонстративно распечатал, вскрыл этот меморандум, но читать не стал. Это зафиксировано. Так может речь о разных людях? Может, инквизиция действительно смертельно боялась убивать его? Вот смотрите, в тексте окончательного приговора от 8 февраля 1600 года написано: «Ты должен быть предан светскому суду, и посему мы тебя передаем суду монсеньора губернатора Рима, здесь присутствующего, дабы он тебя покарал подобающей казнью. Причем усиленно молим, да будет ему угодно смягчить суровость законов, относящихся к казни над твоей личностью, и да будет она без опасности смерти и членовредительства». В другом абзаце инквизиторы повторяют: наказание должно быть совершено без кровопролития. То есть церковь умыла руки, сделав вид, что она тут совершенно ни при чем. Она требовала просто наказания, без смерти и кровопролития. И вообще, казнь устроила городская власть, а не церковь. Почему ж тогда его убили? А очень просто.
Он якобы сам пожелал быть сожженным в письменном виде. Где это письмо? Потерялось вместе с римскими протоколами допросов. Может, действительно сожгли не его, а другого человека? А теперь давайте посмотрим на дату сожжения. Его сожгли 17 февраля 1600 года. Но что если и это ложь? Ну сами посудите, такая дата, 1600 год, новый век. Все празднуют наступление нового столетия, не забываем, что это Европа, и там уже действует этот календарь. Но как не отметить это событие с размахом? Помните, в самом начале я говорил, что долгое время римские власти и Ватикан утверждали, что был сожжен не сам Джордано, а его чучело. Не знаю, как обстояли дела тогда, но мы знаем из сохранившихся авизи, что казнь назначалась дважды. В первый раз она была назначена на 12 февраля, но затем по неизвестным причинам перенесена на 17 февраля. В русском журнале «Всемирная иллюстрация», издававшемся с 1869 года, есть неоднократные упоминания из года в год о том, что в Европе празднуют Масленицу. В Германии, в Испании, Италии, везде. Более того, в позапрошлом столетии считалось, что и сам праздник Масленица пришел к нам оттуда, из Европы. Якобы это отголоски римских сатурналий. И я решил подсчитать, а когда же праздновалась Масленица в 1600 году? Рассчитать, конечно, непросто. Нужно учесть и фазы Луны, и иудейскую Пасху, и дни недели. Но в итоге у меня получилось, что Масличная неделя в 1600 году должна была начинаться 13 марта и закончиться в воскресенье 19 марта. И если сожжение Джордано Бруно было ритуальной жертвой, то вполне вероятно оно состоялось не 17 февраля, а 19 марта 1600 года. Впрочем, это лишь мои предположения. Но вот что точно известно, католическая церковь смертельно боится Джордано Бруно до сих пор. Children dance the waltz, they laugh, whispering hand in hand, just like children like to do. Their eyes, what are they looking?